Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня 2 ноября, 23:11. Я сейчас пойду спать, но перед этим решила немножечко приготовить себе некоторые продукты и вещи на завтра, потому что мне завтра нужно вставать пораньше и поехать посидеть с моей маленькой ученицей. Меня попросили, так как у нее каникулы, ну и в общем, правда, по времени мне не обязательно ехать прям очень рано, но я решила, что все-таки поеду там к 8 часам, ну, 8-8:20, потому что, ну, пока она еще побаивается сидеть дома одна, ну, это логично. В детстве я, например, тоже боялась, поэтому, если у меня есть возможность, лучше я поеду пораньше. Тем более, что я все равно перехожу сейчас на зимний режим, а именно встаю не в 12 дня, а в 6. Стараюсь, поэтому мне самое то. Я встану в 5. Сейчас я поставила хлебопечку, ну, я просто давно не пекла хлеб, и решила, что пора бы испечь, плюс завтра и Диану угощу, ее родители. Ну, я думаю, что завтракать, намазывать нутеллу на домашний хлеб будет приятнее. Думала, на мультиварке грязь, а это нет, это углубление там. Залила, утром я ем кашу, я залила ее сразу водой, чтобы завтра она быстрее сварилась. Кашу я ем соевым соусом и добавляю еще немного сосиски, четвертинку. То же самое для экономии времени, все положила уже в пиалу, сейчас уберу в холодильник и ввела в калькулятор калорий. Вот. Ну, просто это реально мне сэкономит время. Этот контейнер возьму с собой, ну, хотя в нем нет абсолютно никакой необходимости, то есть я могу и там поесть вообще-то без проблем. Но, то есть ничего не брать. Но дело в том, что я считаю каждую калорию, для меня это очень важно, хотя, опять же, в этом нет необходимости, но вот есть у меня такие странности. Поэтому мне важно, чтобы вот буквально каждая калория была посчитана. Я уже положила помидорку, огурец, стебель сельдерея и китайскую капусту. Ну, а утром я сварю гречку. В принципе, ее можно было сварить сегодня, но я как-то пролопушила, поэтому ладно. Ничего страшного. А сюда положу, скорее всего, ну, не знаю, может быть, черный хлеб. Я еще не решила, сейчас подумаю. И утром я пью воду с имбирем и лимоном, ну, и с апельсином. Обычно я сразу завариваю, но я уже какой день подумываю, что неплохо бы с вечера именно в термос наливать, чтобы потом не тратить утром время. Хотя обычно я вообще никуда не спешу. Ну, а в этот раз хороший повод попробовать. Вот. Ну, а потом уже заварю завтра утром чай какой-нибудь вкусный. Кстати, сейчас возьму одноразовый пакетик из Fix Price и уже насыплю заварки, чтобы завтра только сюда положить и залить кипятком. Пойдем гулять, как в тот раз. Можно будет попить чай нам с какой-нибудь вкусняшкой. В смысле, там-то тоже можно заварить, но там я в основном варю себе кофе. Вот. Ну, а когда пойдем на прогулку, все-таки вот чай хорошо. В кофеварку я уже засыпала кофе, налила воды и сейчас поставлю на таймер. Сегодня 3 ноября. Я сегодня взяла вот такой крем выравнивающий цвет лица Мухомор Против и сделала маску, потому что вот этот крем, ну, он, кстати, подходит и под глаза, но, во-первых, он имеет такой запах, типа как антимоль, а во-вторых, он не просто там скатывается, он сворачивается, вот, поэтому в качестве крема он не подходит, я решила сделать маску. Кстати, вот на мне все уже засохло, как будто это глина. Сейчас смою. Ну, действительно, напиток более ароматный, хорошо настоялся в термосе, так что, пожалуй, я так буду делать каждый вечер на утро. Но я заваривала все равно не крутым кипятком, конечно же, то есть я дала воде немножечко остыть. Хлеб уже испекся, я попробовала, он очень-очень вкусный. Ну и, как всегда, мой завтрак. Кофе, каша и, наконец-то, свечки.
Уже вышла на улицу, но, кстати, не холодно. Вышла в Чертаново. Села попить кофе, принесла для ученицы вкусняшек, но она еще пока спит, я не стала будить, пусть отдыхает. Ну а теперь тоже лежу с Барсиком. У нас уже обед. Я себе сделала гречки с овощами. Сейчас будем делать мыло. Я взяла специально вот сковородочку, в которой я всегда на водяной бане топлю мыльную основу, поэтому она так выглядит. Такая мыльная основа, она у нас вот такими кусочками. И вот наша плита, она газовая, по-моему, да? Да. Все, это самый маленький огонь. Самый маленький, кажется. Или там еще второй есть. Ну а сейчас мы сели раскрашивать. У нас одинаковые раскраски, но разные картинки. Раскраска называется «Я люблю раскрашивать фламинго». У меня та уже раскрашена, поэтому вот Диана мне выбрала такую иллюстрацию. Хорошо проводим время. И параллельно снимаем Диане первое видео. Она у нас начинающий блогер. Получается у нее очень хорошо. Вот наверху будет ссылочка в подсказках. Так что смотрите, подписывайтесь, поддержите начинающего блогера. Постепенно будут появляться новые видео. Но вот пока первое пробное. Обязательно покажем мыло, как получилось у нас. Ну и вообще, наверное, какие-то еще фрагменты включу. Я, походу, не тот карандаш взяла, потому что снимаю и одновременно смотрела в камеру и так, немножко в коробочку с карандашами. В общем, взяла не тот цвет. Это получается золото. Ну ладно, это не страшно. Вот. У Дианы тоже хорошо очень выходит. А вот и наше мыло. Это все Диана сделала сама. Это вот я помогала кролика, потому что оно двухцветное. Это прям совсем-совсем сама. Ну и это, в общем-то, сама. Я только подсказывала. Тут люфа, мочалка. То есть очень удобно будет мыться. Оно двухцветное. Вот, в общем, Диана молодец, потому что действительно все хорошо получается, отлично запоминает. Но мыло мы с ней делали, в принципе, не первый раз у меня дома. Но там я больше делала, показывала, объясняла. И вот спустя, в общем-то, все лето уже прошло с того момента. Осень заканчивается, и она все помнит. Ну, тут я вот слои показывала, как склеивать. Немножечко там раскрасили еще. У нас дни проходят очень активно. Я принесла книгу «Популярный квиллинг», всякие инструменты такие. И еще принесла бумагу. Так что будем что-нибудь интересное делать. Сегодня 5 ноября, суббота. Я, кстати, вторую ночь сплю уже полноценно. Вчера вообще до 12 заснула, но, к моему удивлению, я проснулась сегодня в 12 чем-то. То есть я вообще так прилично спала, но, правда, почему-то проснулась с больной головой. В общем, да, вечно чего-нибудь. Сейчас пью тот самый, ну, как всегда, теплая вода с лимоном, апельсином, имбирем. Я с вечера не стала заваривать, ну, что-то уже сил не было. Я сегодня встала и заварила на полчасика в термосе. Ну, конечно же, не крутым кипятком, понятное дело, вот, но просто так как-то настаивается значительно лучше, потому что там, допустим, лимон, у меня еще был мандарин, помимо этого. Это-то все дает как бы вкус, сок, аромат быстро. А вот имбирь, ему все-таки надо побольше настояться, ну, чтобы вот он так
обжигал, поэтому... А пью на балконе, так как, ну не знаю, что-то мне дома стало жарко. Сижу на балконе. Здесь хоть и не холодно, но так, поприятнее. Но, видимо, имбирь дает о себе знать. Вообще, если честно, меня уже несколько дней как-то морозит странно. То есть, в смысле, я себя хорошо чувствую, ничего такого, но именно какой-то как морозит как будто. Хотя и дома тепло, и вообще... Ну, видимо, это вот то, что я больше недели с бессонницей мучилась. Вчера еще оладьи напекла, сегодня хочу сделать манник, чайный пирог. Но я хочу чайный пирог попробовать сделать, знаете, не с чаем, не с кофе, не с какао, а, в общем, в качестве жидкости добавить кефир. А уже, например, какао добавить к сухим ингредиентам. Ну, просто вот так хочется. Посмотрим, что получится. Уже следующий день, утро, сижу, пью имбирную воду. Ну, я не стала брать микрофон, решила потом озвучить. Не хотелось мне, честно говоря, с утра. Хотелось просто посидеть спокойненько. Ну, уже начинает светать. Обычно я люблю, когда вообще совсем темно, еще город не проснулся. Тут, кстати, 7 число, но при этом очень много машин. Странно вообще так рано. В общем, классное время. Обожаю раннее утро. Открыла новую упаковку кофе «Черная карта». И сейчас пересыпаю в икеевскую банку и в холодильник. Отлично хранится. Люблю этот кофе. Ходила в магазин, в пятерочку, купила морковь. Ну, я в 2 пакета, потому что, вы знаете, стали какие-то идиотские пакеты. Вот этот еще нормальный, а в основном они какие-то все узкие. Потом взяла огурец, мне просто его на несколько дней хватит. Картошку и яблоко. Яблоко взяла одно, потому что если я беру больше, значит я и в день съедаю больше, а это углеводы и так далее лишние. Короче, мне оно ни к чему, поэтому вот яблоко лучше взять захотела, пошла, взяла одно. Вообще, скажу честно, как вы знаете, я очень люблю гулять, но у меня последние несколько дней вообще нет никаких сил, поэтому... Я хотела даже в самую ближайшую пятерочку, но пошла через дорогу хоть немножко прогуляться, но вообще нет сил. Сегодня другой день, 8 ноября, вторник. Я вчера, в общем-то, ничего особо не снимала. Ну, вначале как бы поснимала дня, а потом занялась съемкой хобби-влогов. Мне нужно было доснять на этот месяц. Поэтому я особо ничего такого не делала. И, честно скажу, у меня была прям реально слабость. Ну вот я еще в конце поснимала то, что я там из продуктов приобрела. А сегодня я начала свой день довольно бодро. Встала в 6:25. И я с вечера не заварила себе в термос имбирную воду. Но я сделала это с утра, пока она заваривалась, я просто попила воды, разобралась на кухне в шкаф, в ящике, где хранятся ложки, вилки, потому что вроде туда всегда кладу чистые столовые приборы, сухие, когда они уже после помывки я все высушу, но все равно образовались там какие-то крошки. Поэтому все вытащила, протерла сам ящик, протерла органайзер, где все хранится. Там еще хранится контейнер с посудой, которая не постоянно нужна, но там все чисто, потому что, естественно, контейнер с крышкой. Ну и, соответственно, в ванной у меня что-то там, засора глобального не было, но тем не менее. Мыла голову, соответственно, немножко там волосы и так далее. Но поскольку засора не было, все вытащила и обошлось, просто засыпала туда немножко соды, уксуса и достаточно. Так-то у меня есть очень хорошие гранулы, эти израильские, которые... Вот сейчас там протерла столик, и еще мне нужно помыть там... для кускового мыла мыльницу, потому что
дозатор для мыла, он чистый. Я, во-первых, недавно его мыла, потом меня мыло не устроило, я налила новое, соответственно, тоже все помыла. Ну, а вот такую мыльницу нужно опять протереть. Свечка к завтраку, такой осенний уют. Ну, а сейчас мне нужно дораскрашивать то, что я не успела раскрасить еще. Ну как, я никуда вообще-то не спешу, потому что все это на этот месяц, а отчетное видео, как вы знаете, в конце месяца мы показываем, а я, в общем-то, уже все хобби-влоги отсняла, поэтому тут лежит вот некоторое количество раскрасок, которые нужно будет, ну, там, доделать иллюстрации и отснять итоги ноября. В общем-то, и все. На сегодня это вот в плане хобби у меня такая важная часть. Ну, а потом мне нужно будет сделать много чего по дому, ну, не обязательно сегодня. Часть сегодня, а потом еще и завтра будут дела разные. Вот. Ну, а когда я их сделаю, то уже, конечно, буду снимать на декабрь хобби-влоги. Вот, тут поставила себе ноутбук. Ну, обычно у меня там стоит, где компьютер. Ну, я сейчас здесь сижу, смотрю что-нибудь. Ну, точнее, буду смотреть какие-нибудь влоги. А может быть, какой-нибудь фильм. У меня тут кофе. 9 ноября. Я сегодня встала, ну, в общем, в 6 утра, хотя, наверное, даже проснулась чуть раньше. В целом у меня получилось 12 часов сна. Ну, вообще, я один раз там или два просыпалась, но 10-11 часов, я думаю, я точно проспала, потому что вчера я уже в 6 часов вечера поняла, что я больше не могу, и я хочу лечь. Я даже не стала ужинать, потому что сил совсем нет. Но я поняла, что у меня анемия начинается. Но я пока ее не буду лечить, хотя я могу это исправить довольно быстро. Но я считаю, в этот раз пусть сначала организм сам начнет бороться, а уже потом я ему помогу. Хотя мне вчера любимый говорил, что давай иди либо мясо вообще свежее купи, либо из морозилки сделай. Я, конечно, сказала, да, я сейчас сделаю. И в итоге прилегла на 10 минут, так как я прям совсем не могла стоять на ногах. И заснула, в общем-то. Это еще хорошо, как-то я это все-таки перед этим была в душе и пижамку надела. Это очень хорошо. А то я бы, наверное, так и спала, в чем дома хожу. Ну, зато сегодня встала бодренькая. По идее, мне бы домашние дела сейчас начать быстренько делать, но мне осталось немножко дораскрашивать одну иллюстрацию, прям самую-самую малость, доработать черным карандашом и отснять раскрашенное. Вот тогда я смогу совершенно спокойно заниматься домашними делами. Тем более, что скоро и любимый приедет, поэтому у меня осталось буквально пару дней до его приезда. Хотелось бы там и приготовить вкусняшек. Ну и, да и, честно говоря, у меня вообще холодильник пустой. 2 морозилки забиты битком, а если открыть непосредственно холодильник сам, то у меня там ничего нет. Просто вообще пусто. Банка кофе какие-то, ну там соус, кетчуп, имбирь, какие-то овощи, но в целом ничего, ни супа, ни вообще ничего нет, потому что и сил, собственно говоря, тоже нет. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки рыжая, 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр и желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, потому что осень — это, конечно, очень уютное время года. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.